музей создавался как университетский музей такого учебно-дидактического назначения для студентов. Он в основном он был построен на коллекциях слепков, то есть воспроизведений древней средневековой и возрожденческой скульптуры. Вот такой был взят период. И, собственно говоря, он не мыслился поначалу при своем возникновении как музей подлинников. Но основатель музея Иван Владимирович Цветаев, удивительный в своей прозорливости человек, уже буквально на заре, еще даже не было готово здание музея, он уже предвидел, что музей будет развиваться за счет подлинников. И он в начале где-то уже в начале 20 века, еще до открытия музея, был сделан дар картин, собственно, картин, икон, и итальянских, итало-критских икон. Он его восторженно этот дар приветствовал. Этот дар сделал такой российский консул в Триесте, Щекин. Вот. И он говорил о том, что вот живопись вдвигается к нам сама собой. То есть он имел в виду, что мы имели намерение дать место одной только скульптуре, но вот появляется у нас и живопись. Затем возникла возможность приобрести коллекцию древнеегипетской скульптуры высочайшего качества. Она была собрана таким профессором Голенищевым, совершенно тоже замечательный человек. Он ученый, он собрал великолепную коллекцию. Кстати говоря, он основатель кафедры египтологии в Каире. Это говорит просто о его, так сказать, репутации в этом направлении. И это потрясающая коллекция, в которой много просто первоклассных шедевров, она тоже поступила в музей. Не без борьбы, а вернее с борьбой и со всякого рода, просто огромную работу провел Иван Владимирович с тем, чтобы это получить себе. А потом все изменилось уже после революции. Было принято такое решение в Москве сделать музей мировой художественной культуры. И на основе законов революции, а именно национализированных частных коллекций и такого приема, который раньше, в общем, не знали, передачи части уже собранных музеев, коллекций других музеев, организовать их поступление в этот музей, Музей изящных искусств, и сделать раздел живописи. Ну и в дальнейшем случилось событие, опять-таки с очень сильной политической окраской, а именно в 1948 году указом Сталина был ликвидирован музей нового западного искусства. Был такой потрясающий музей в Москве. Он возник в 1923 году на основе двух коллекций, таких совершенно феноменальных, Сергея Щукина и Ивана Морозова. По тем временам они собирали то, что еще даже Лувр не собирал. Вернее, Лувр отказался от коллекции, которую ему предложил художник Кайбот, с картинами импрессионистов и постимпрессионистов. А вот эти два московских купца стали коллекции собирать, этих художников. Они были национализированы в 18 году. И в результате был создан в 1923 году этот музей. Я хочу подчеркнуть, что это был первый музей современного искусства в мире, потому что музей современного искусства в Нью-Йорке был открыт только в 1928 году. Эта коллекция поступила, часть ее, она была разделена на две части между музеем Пушкина и Эрмитажем, и часть поступила к нам. Вот, собственно говоря, такое формирование музея, на этом оно в основном
не то чтобы закончилось, оно продолжается и сегодня, но самые крупные его, самые значительные мирового значения части, они поступили вот в результате всего этого дела. Но все-таки одна из, пожалуй, уникальных выставок, которая была в Пушкинском музее, это выставка одной картины, легендарной Джоконды в 1974 году. Вот скажите, пожалуйста, насколько вообще сложно было привести в Советский Союз эту картину тогда? Джоконда, легендарная Мона Лиза Леонардо да Винчи, действительно была показана в 1974 году. Это был огромный просто праздник для всех. Ну, все дни ее пребывания с 14 июня по 28 июля 1974 года, это, я бы сказала, просто ни на один день перед музеем, ни на один час не иссякала очередь, потому что те, кто не мог попасть вечером, они оставались на всю ночь и дожидались утра, чтобы прийти и посмотреть эту великую картину. Это при том, что, имея в виду относительно краткий срок ее экспонирования, надолго задержаться перед картиной было невозможно. Это было такое медленное шествие мимо картины. И я вспоминаю, как те, кто, посмотрев ее, они не поворачивались назад, чтобы выйти из зала. Они пятились спиной и медленно шли, чтобы еще какое-то время картина оставалась перед их глазами. Но я никогда не забуду, конечно, как эта картина пришла в музей. Она с аэродрома, мы везли ее в машине, вот, и, ну, естественно, ее сопровождала полиция, там все необходимые были такие процедуры, которые необходимы в это время. Но самое главное заключалось в том, что надо было обеспечить ее абсолютную сохранность. Это не подлежало никакому сомнению. И для этого нужно было, в общем, была придумана специальная витрина. К ней было заказано 6 больших стекол, которые закрывали картину, помимо того стекла, которое было на самой витрине. И вот можете себе представить, что это пришло где-то около 12 часов ночи. Уже картину вынули из ее контейнера, ее разместили на том месте, на котором она должна была быть, и стали устанавливать эти большие стекла витрины. Первое стекло лопнуло. Вот. Ну, вот оно оказалось, видимо, кстати, его делали на Украине, его специально заказывали, вот эти 6 огромных стеклянных таких покрытий. Затем второе стекло лопнуло. Лопнуло 4 стекла, после чего один из руководителей министерства сказал мне, это было уже почти час ночи, что его нервы не выдерживают. И он уходит. Ну, у меня должны были нервы выдержать. Значит, 5 стекло тоже лопнуло, но 6 не лопнуло. И оно осталось. И вот благополучно картина простояла все это время. Но были приняты все меры предосторожности, в частности, сигнализация. А рядом в комнате, в ближайшем зале, дежурила и день, и ночь, круглосуточно, ну, бригада вооруженных военных людей. И был такой случай. Одна женщина, проходя мимо картины, бросила в стекло розу. Ну, просто переполненная чувствами. И раздался сигнал, естественно, потому что это коснулось стекла. И в ту же секунду буквально из дверей выскочило несколько с автоматами военных, которые как бы закрыли вход к Моне Лизе. Это был очень волнующий такой момент. Но публика была в совершенном упоении, вне зависимости от того, сколько она стояла. Но это действительно легендарное произведение искусства. И что еще меня очень порадовало тогда, когда уже картина уезжала, тогдашний директор музея, господин Коньям, у него был такой аппарат. Ведь картина написана на доске, как икона. А доска, известна, она имеет от влаги, от воздуха, она может менять несколько свой вот изгиб. Вот, ну, не, это микроны какие-то, но все-таки. И вот
господин Коньям этим аппаратом, я его назвала Джокондер, ему это очень понравилось, он измерял вот эту волну этой доски, вот этот ее изгиб. И вы знаете, там были какие-то такие незаметные значения, и он сказал, эта картина до вас была в Японии. Кстати, она была только в Вашингтоне, в Японии у нас. И там было больше. Мы закричали «Ура!», потому что мы почувствовали, что мы создали необходимые климатические условия. Это было большое волнение, большая радость и для всех, и для нас. Скажите, пожалуйста, вот музей – это, в принципе, культура памяти об истории собственного Отечества. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какой у вас самый русский экспонат, представляющий Россию, ну, помимо названия, конечно, и какой из экспонатов у вас, скажем, самый мирный, который свидетельствовал бы как вот имидж России, и какой экспонат самый военный, который как-то был бы связан с войной или, так сказать, с безопасностью нашего Отечества, с ее свободой? Ну, это вопрос, на который для того, чтобы ответить, надо все-таки подумать, да, как перебрать в памяти, что именно имеется в виду. Но если говорить о каком-то мирном, это же зависит от того, как подойти к этому вопросу. Но я не знаю, у нас бесконечное количество изображений Мадонны с младенцем, да? Например, такой образ материнской любви и какого-то вот единения матери и ребенка. Ну, такой символ, да? Вот как раз такого сохранения самого дорогого в жизни, что есть. У нас очень много итальянских, французских картин на этот сюжет. Вот. Если говорить о каких-то военных, таких батальных, что ли, сценах, у нас есть такие картины, конечно, но я бы даже сказала, вы знаете, не столько в картинах, сколько в графике. У нас есть бедствия войны, например, там всякого рода и Гойи, например, да, целые серии вот такого рода произведений, и страшных даже по-своему очень. Вот. Целые, я бы сказала, такие циклы просто его гравюр, мы их многократно показывали. Вот. И вы задали еще какой-то ракурс на... Какой экспонат самый русский в вашем музее? Самый русский? Ну, вы знаете, что мы музей в основном мировой художественной культуры, у нас не так много отечественного искусства. Но если говорить, это, наверное, коровинский портрет Шаляпина. Это из коллекции Зильберштейна в отделе личных коллекций. Это замечательная вещь. Вот. И он там такой русский... Да, такой мощный образ именно русского человека. Наверное, так. Ирина Александровна, а есть какой-то вот у вас, ну, точнее, есть ли где-то в мире экспонат или картина, которая никогда не выставлялась в Пушкинском музее, и которую вы мечтаете заполучить, хотите получить? Есть. Есть такой мастер Пьер Франческо, итальянский, 15 века. У него есть картина «Бичевание Христа». Она находится в Урбино, в Италии. Я думаю, что это одна из самых великих картин мира вообще, которые были когда-либо созданы. Я бы мечтала ее показать в Москве. И я прилагала к этому разного рода усилия. Но вот, к сожалению, это пока невозможно. Ну, наверное, вот, вы знаете, в какое-то время тому назад, но это было довольно порядочно уже, наверное, лет 20, ее похищали. Она вдруг исчезла из города. Вот. И это была ужасная трагедия. Я, когда услышала это по нашему телевизору, я заплакала даже. Вот. А потом случайно у меня был разговор с итальянским художником Ренато Гутузо. И я ему, вот, он сказал, что я... Вот не нашлась ли эта картина. Он мне говорит, знаете, когда я об этом услышала, я заплакал. Но это действительно, это ощущалось как огромная потеря, понимаете, вот для мира культуры, для духовного мира.
Вот. Ну, и, наверное, не потому, что ее похищали, но вот она очень драгоценная, наверное, такая для... То есть она и есть драгоценная, но вот пока ее нельзя получить.